Всем привет! Добро пожаловать обратно в King of K-pop. Мы окунемся в последние новости из мира K-pop, особенно BTS и Тэхёна, со всеми подробностями и волнительными моментами. Сегодня мы затронем одновременно интересную и важную тему. С одной стороны, это захватывающие новости о последнем достижении Ким Тэхёна, человека, известного не только своей потрясающей внешностью, но и значительным влиянием в индустрии развлечений и маркетинга. С другой стороны, мы также углубимся в немного более сложную область – мировую политику, потребительскую этику и то, как один пост в социальных сетях может вызвать бурю общественного мнения. 31 июля 2025 года в южнокорейской рекламной индустрии произошло важное событие. Ким Тэхён, участник BTS, который в настоящее время проходит обязательную военную службу в составе SDT Special Duty Team, был официально объявлен новым лицом Coke Zero Korea. Это объявление сразу же привлекло внимание как ARMY, так и широкой публики. Компания стартовала со слоганом «Решетка Best Cokeever» и полностью управлялась Coca-Cola Корея, а не глобальной штаб-квартирой Coca-Cola в США. Многие могут не знать, что Coca-Cola Корея работает в совершенно отдельной структуре от своей материнской компании The Coca-Cola Company. Coca-Cola Корея управляется LG Household Ampersand Healthcare, южнокорейской компанией, которая владеет полными операционными правами на бренд Coca-Cola в Южной Корее с 2007 года. Они отвечают за все аспекты, от производства, дистрибуции, маркетинга до бизнес-стратегии. Фактически, вся прибыль от продаж продукции Coca-Cola в Корее остается в рамках местной корейской экономики, оттока средств нет. Это означает, что компания Coke Zero с Тэхёном является чисто локальным проектом, без каких-либо связей с Coca-Cola Global или США. К сожалению, этот ажиотаж был недолгим, прежде чем его затмили споры. Всего через несколько часов после объявления социальные сети гудели от обвинений и слухов о том, что Coca-Cola финансирует военные действия Израиля. Подобная история часто возникает в периоды обострения геополитического конфликта. Некоторые даже начали косвенно запугивать Тэхёна, спрашивая, почему он сотрудничает с таким противоречивым брендом. В ответ Coca-Cola Global опубликовала официальное заявление, в котором разъяснялось, что компания не финансирует никакие страны, не участвует в каких-либо политических или религиозных программах и не принимает сторону ни в одном конфликте. Coca-Cola подтверждает свою позицию нейтральной компании, сосредоточенной исключительно на продуктах и услугах для потребителей в более чем 200 странах. Что еще интереснее, Coca-Cola работает на палестинских территориях с 1998 года. У компании 4 завода и 7 распределительных центров в Палестине, она напрямую трудоустраивает около 970 палестинцев и поддерживает более 10 тысяч других через различных местных деловых партнеров. Coca-Cola даже является третьей по величине частной компанией и пятым по величине инвестором в палестинскую экономику. Таким образом, обвинение в предвзятости компании в пользу одной стороны явно не соответствует реалиям ее деятельности на местах. Однако, как это часто бывает в цифровом мире, факты не всегда соответствуют скорости распространения мнений. Некоторые остаются скептиками, приравнивая Coca-Cola Корея к Coca-Cola Global и в конечном итоге втягивая имя Тэхёна в дебаты. Как ранее объяснялось, Тэхён сотрудничает с Coca-Cola Корея, которая действует как местная и независимая коммерческая организация, без какого-либо прямого участия со стороны глобальной штаб-квартиры Coca-Cola. То, что Тэхён пережил на этот раз, напоминает другой инцидент, произошедший ровно годом ранее. 21 июля 2024 года Тэхён произвел фурор, опубликовав в Instagram фотографию с пакетом картофеля Free из McDonald's. На первый взгляд, фотография казалась обычным постом, возможно, просто делясь счастливым моментом или любимой едой. Однако момент публикации был весьма деликатным, он совпал с глобальным бойкотом McDonald's после сообщения о том, что компания якобы жертвовала средства израильским силам, участвующим в конфликте в секторе Газа. Влияние поста было колоссальным. Меньше чем за 24 часа аккаунт Тэхёна в Instagram потерял более 32 тысяч подписчиков, сделав его айдолом K-pop с самой быстрой и большой потерей подписчиков за один день. Многие выразили разочарование, гнев и даже обвинили Тэхёна в равнодушии к продолжающейся гуманитарной проблеме.
Хотя фотография, вероятно, была сделана задолго до эскалации конфликта, тот факт, что он решил опубликовать ее на фоне эскалации ситуации, оскорбил некоторых пользователей сети. Однако не все комментарии были негативными. Многие армии и поклонники Тэхёна попытались предложить другую точку зрения. Они указали на то, что Макдоналдс, изображенный на фотографии, может быть местной франшизой, не связанной напрямую с глобальной сетью Макдоналдс. Как мы знаем, многие сети быстрого питания управляются местными владельцами независимо, поэтому они не всегда отражают политику или позицию глобальной материнской компании. Этот случай служит суровым напоминанием о том, что каждое действие знаменитости, каким бы незначительным оно ни было, сейчас находится под пристальным вниманием общественности, особенно когда речь идет о мировом бренде, связанном с социальными и политическими проблемами. Однако, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, последнее сотрудничество Тэхёна с Coke Zero Korea на самом деле гораздо более безопасный и стратегический шаг. Вместо того, чтобы сотрудничать с глобальным брендом, работающим напрямую из его штаб-квартиры, Тэхён решил сотрудничать с независимой местной организацией, базирующейся в Южной Корее. Это не только укрепляет его имидж как представителя бренда внутри страны, но и минимизирует риск ассоциирования с внешней или международной политикой. Это сотрудничество также показывает, что, несмотря на прохождение Тэхёном обязательной военной службы, его влияние и присутствие в индустрии развлечений и рекламы остаются неизменными. Более того, это доказательство того, что такие крупные бренды, как Coca-Cola Корея, видят в Тэхёне долгосрочный потенциал, артиста с международной харизмой, глобальной фан-базой и способностью менять тренды одной лишь улыбкой. И среди всего этого ажиотажа есть одна маленькая деталь, которую нельзя упускать из виду. В недавнем прямом эфире на Уиверс Тэхён подразнил своих поклонников загадочным заявлением. Небрежным тоном и в заключение он сказал: «Вообще-то, в августе для ARMY будет кое-что небольшое». Это короткое заявление мгновенно стало вирусным в социальных сетях. Многие начали строить предположение: может быть, это выпуск нового сингла? Специальный проект, снятый перед его уходом в армию? Или, может быть, тизер чего-то гораздо большего, например, развлекательного шоу или очередного секретного сотрудничества? Хотя официального подтверждения пока нет, одно можно сказать наверняка: Тэхён всегда знает, как поддерживать связь со своими поклонниками. Даже когда он не взаимодействует активно с публикой, он все равно подает сигналы, что думает об ARMY и готовит сюрпризы, которые заставят всех улыбнуться. Поэтому, несмотря на все споры и глобальную динамику, окружающая каждый его шаг, Тэхён продолжает демонстрировать свою заботу, ответственность и любовь к своим поклонникам. И как армия мы продолжим поддерживать каждый его выбор, пока он остается тем искренним человеком, которым мы его знаем. Это последние новости из мира K-pop, особенно о V из BTS, который продолжает привлекать внимание даже во время службы в армии. Что вы думаете о достижениях V в Instagram? Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях ниже, мы будем рады услышать от вас. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, поделиться и, конечно же, подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей о K-pop и BTS. Нажмите кнопку уведомления, чтобы не пропустить ни одно из наших других интересных видео. Увидимся в следующем видео. И продолжайте с энтузиазмом поддерживать своих кумиров. Увидимся.